Мы все время говорим о глобальном потеплении, но климат на Земле постоянно меняется. В последние годы летом температура в Европе достигала более 46 градусов Цельсия. В Южной Африке выпадал снег, а столбики термометров опускались до минус 10 градусов. Что будет дальше? Ученые не единодушны в своих прогнозах. Одни призывают готовиться к катастрофической жаре, а вот другие все чаще предсказывают ледниковый период. Что ж, ситуация не новая. За 4,5 миллиарда лет существования Земля уже не раз попадала в ледяной плен. По одной из гипотез были даже периоды, когда она полностью замерзала. Если кто-то из инопланетян в это время смотрел на планету в свой внеземной телескоп, то видел просто огромный снежок, когда наш мир превращался в ледышку. Как растения и животные выжили в криогенной камере размером с Землю, и грозит ли планете в дальнейшем превращение в такой себе гигантский десерт запеченная Аляска. Чтобы в этом разобраться, мы подготовили для вас виртуальный круиз по ледяной Земле. Не забудьте взять в дорогу самые теплые вещи. Нас встретят лютые холода. Первое знакомство с ледниковым периодом проведем прямо на месте. Мы находимся в нем прямо сейчас. Но на планете хватает жарких регионов и даже континентов, а вечные льды начинаются только ближе к полюсам. Как это объяснить? Все дело в том, что мы живем не в разгар холодов, а в более мягкое по климату межледниковье. Хотя эра жуткой стужи и вечной мерзлоты не ушла вместе с мамонтами и дубинами, она отступила. Когда оттепель закончится и придут настоящие холода – большой вопрос. Исследователи пытаются ответить на него, изучая предыдущие периоды. Информацию за последние 800 тысяч лет им дает анализ кернов, цилиндров льда, пробуренных в вечной мерзлоте Гренландии и Антарктиды. Заглянуть еще дальше за десятки миллионов лет позволяют отложения на дне океанов. В то же время невероятные тайны изменения климата сотни миллионов лет назад открывает изучение горных пород. Еще больше подсказок может дать изучение оледенений миллиарды лет назад. Это очень сложный для науки вопрос. Ведь речь идет о событиях на заре существования нашего мира. О климате первозданной Земли наука может лишь строить предположения разной степени обоснованности. Превращалась ли она когда-то в ледышку? Ученые в целом дают положительный ответ. Раз на Земле плескалась жидкая вода, то, несомненно, возникали и условия для ее замерзания. Вероятно, в эпоху, когда лучи тусклого Солнца едва пробивались сквозь первичную, пыльную от частого падения астероидов атмосферу, в нашем мире уже был лед. Но его следы возрастом 4 миллиарда лет едва ли будут найдены. Всей воды на планете в те времена не хватило бы на белый панцирь даже на современной Гренландии. Впоследствии ее стало больше, так что лед получил возможность распространиться шире. Каким он был? Мы можем только предполагать, беря в пример современные ледники и глетчеры. Это не просто огромные массивы замерзшей воды. Порой глетчеры представляют собой фантастическое зрелище. Удивительно смотрятся, например, кальгоспоры или кающиеся монахи. Так называют порожденные неравномерным таянием ледяные шипы. На склоне Эвереста, на леднике Кхумбу, высота монахов достигает 30 метров. Питаются эти и все другие ледники в основном снегом. Исключения здесь тоже существуют. Например, один глетчер может получить лед из другого, расположенного выше по склону. И все же снег пополняет ледники намного эффективнее. Выпадая на уже обледеневшую поверхность, снег не тает, даже при положительной температуре воздуха. А если и подтаивает, то вода просачивается глубже и замерзает вновь. В результате белый покров спрессовывается, превращаясь в фирн. Так называют плотную, но еще не совсем твердую, зернистую благодаря множеству пузырьков воздуха массу. Фирн накапливается, сжимается под собственным весом, выдавливает воздух и на глубине 100-150 метров превращается в пористый лед. Тогда ледник оживает, начинает двигаться от зоны питания к области таяния. Небольшой глетчер может расползтись в целую ледяную реку или коническую шапку на вершине горы.
Она, в свою очередь, распадается на отдельные потоки, которые образуют озера, заводи и даже ледопады на обрывах. На плоской же поверхности глетчер превращается в приплюснутый купол, который под собственным весом равномерно растекается во все стороны. Если ледник достаточно велик, то плоской для него станет любая поверхность. Он сминает и погребает под своей массой даже горные цепи. Случаются и катастрофические подвижки. Сёрджи, когда ледник ускоряется до 300 метров в сутки. Но необходимое для этого давление так велико, что глетчер быстро лопается, крошится и устремляется далее по склону потоком из обломков льда и камня. Иногда текущие с гор ледники несут сираки, ледяные башни, высота которых может исчисляться десятками метров. Это очень неустойчивое, а потому опасное для всего живого образования. Лучше не попадаться на их пути. Растекаясь от зоны питания, лед несет с собой фрагменты скалы, тяжелым напором отламывая их от коренной породы. Куски камня глетчер использует как инструмент для расширения и углубления русла. Именно по этой причине фьорды так глубоки. Естественно, осколки со временем тупятся, обкатываются и превращаются в валуны. При этом крупнейший ледник способен перемещать глыбы с поперечником в десятки метров на многие сотни километров. Валуны можно обнаружить всюду, где проходил ледник, но большая часть груза сбрасывается на его границе, в зоне таяния. Там образуются морены, тянущиеся на тысячи километров цепи курганов из принесенного ледником материала. Словом, ледники ведут собственную странную, порой активную и полную ярких событий жизнь. Когда вся Земля была покрыта льдом и снегом, они вообще царили в нашем мире, задавая тон всему на планете. По результатам исследований ученые выделяют разные временные рамки заморозки планеты. Самыми масштабными являются ледниковые эры, невероятно долгие, продолжительностью в сотни миллионов лет этапы истории Земли. Каждая из этих эр наступала и прекращалась по своим не всегда очевидным причинам. Ледниковую эру геологи разбивают на интервалы, ледниковые периоды, во время которых приполярные регионы Земли занимают обширные глетчеры. Но и это еще не все. Внутри ледниковых периодов сменяют друг друга ледниковые и межледниковые эпохи. При их смене площадь покрытых льдом территорий увеличивается или уменьшается в несколько раз. А иногда случаются настоящие катастрофы, и наш мир промерзает до костей. Гипотеза «Земля-снежок» предполагает, что в истории Земли планета переживала ужасно холодные времена. Тогда ее поверхность, включая океаны, была полностью или почти полностью покрыта льдом. Представляется, что снежный ком Земля представляла собой в отдельные периоды миллионы лет. Но рано или поздно холода отступали. Оледенение – самоподдерживающийся процесс. Растущие ледяные панцири поглощают воду. Моря мелеют, их площадь сокращается, а низкая среднегодовая температура дополнительно снижает испарение. Из-за этого в атмосфере Земли становится меньше белых, хорошо отражающих свет облаков. Воздух разогревается, и раскаленные ветры пустынь останавливают продвижение ледников, постепенно их сокращая. Так, после окончания очередной ледниковой эры наступает теплое время, или даже термоэра, когда практически не происходит оледенений. Юрские и меловой геологические периоды иногда называют такой термоэрой. Тогда, во времена господства динозавров на планете, возможно, совсем не было многолетнего льда, причем даже высоко в горах. Большая концентрация углекислого газа в атмосфере в те времена создавала невероятно мощный парниковый эффект. Из-за этого средняя температура вод Мирового океана составляла не 3,7, как сейчас. Она достигала невероятного показателя в 20 градусов. Зона умеренного климата, где снег зимой все-таки выпадал, в теплую эру юрского и мелового периодов начиналась лишь на побережье Северного Ледовитого океана, а простиралась она до Северного полюса. Вокруг этого региона всюду, где имелась суша, паслись стада динозавров. Южнее побережья до широты Архангельска пролегала полоса субтропиков, а дальше начинался настоящий зеленый ад. Там находилась влажная, душная и невероятно жаркая местность.
населенная дикими первобытными крокодилами и другими водными рептилиями. Но южнее припекало и крокодилов. Часть планеты, которая сейчас наиболее благоприятна для жизни, в конце мезозоя напоминала Калифорнийскую долину смерти. Там в среднем столбики термометров летом поднимались до плюс 46. Только температура воздуха во время термоэры, в отличие от современной долины смерти, колебалась у отметки плюс 50 круглый год. Даже самые стойкие ящерицы и жуки до наступления темноты вынуждены были отсиживаться в подземных убежищах. Известие о наступлении ледника они, должно быть, восприняли с огромным облегчением. И очень бы удивились, узнав, что именно их далекие предки предположительно вызвали самое раннее оледенение Земли, известное на сегодняшний день. Первая ледниковая эра называется раннепротерозойской или гуронской. Она началась 2,4–2,1 миллиарда лет назад. Тогда наша планета замерзла аж на 300 миллионов лет. Эта эра считается самой долгой в истории Земли. И хотя все происходило невероятно давно, ученые определили некоторые причины, которые к этому привели. В протерозое планета получала на 15–20% меньше энергии Солнца, чем в наши дни. Однако здесь ученые сталкиваются с непонятным моментом, который называют парадоксом холодного Солнца. Стандартная модель эволюции звезд показывает, что 4 миллиарда лет назад и позже оно должно было излучать приблизительно на 30% меньше энергии, чем сейчас. При таких условиях вода на поверхности Земли полностью бы замерзла, и тогда на ней вряд ли возникла бы жизнь. В то же время геологические исследования осадочных пород показывают, что в протерозое на Земле был влажный и теплый климат. Тогда уже на планете появились простейшие существа. По какой причине слабое молодое Солнце грело не на 30, а всего на 15–20% меньше, чем в наши дни? Почему расчеты разнятся минимум на 10%? Объяснением может служить парниковый эффект, который отмечался в ранней истории Земли. Его вызвали очень высокие концентрации вулканических газов, углекислого и метана. Метанобразующие археи, одноклеточные организмы, не имеющие ядра, тоже производили много метана. Его надолго задерживало в атмосфере отсутствие главного окислителя – кислорода. Есть и другое объяснение притока тепла, необходимого первичным формам жизни в ледяном мире раннего протерозоя. Своеобразной печью служила земная кора, разогретая в результате столкновений протопланет и гравитационного сжатия. Постепенно этот очаг размером с Землю остывал. К тому же примитивные водоросли выделяли кислород, который вытеснял из атмосферы мощный парниковый газ метан. Фотосинтез ранних обитателей планеты тогда уже шел полным ходом. В атмосферу поступал кислород, который превращал метан в углекислоту и водяной пар, а они дают меньший парниковый эффект. В итоге планета стала остывать, все ее водоемы постепенно полностью промерзли. Вероятно, много времени для этого не понадобилось. Океаны уже существовали в раннем протерозое, однако не такие глубокие, как в наши дни. И они покрывали лишь половину поверхности Земли. Сейчас этот показатель составляет 71%. Отправившись в ту эпоху, мы увидим очень странный мир. Скованные холодом ржаво-серые днем и поблескивающие инеем на рассвете безжизненные каменистые пустыни. Смерзшиеся песчаные дюны, мертвые равнины, изрезанные руслами бесполезных пересохших рек. Эти водоемы не могли наполниться, поскольку во время великих оледенений осадки почти прекращаются. И колоссальные ледниковые щиты, раскиданные без всякой понятной для нас логики, больше в тропиках, чем у полюсов. Тем временем кое-где в этой ледяной пустыне теплилась жизнь. Правда, перейти к новым условиям ранним организмам оказалось очень тяжело. В те времена все микробы, бактерии и археи были приспособлены к жизни в бескислородных условиях. Кислород представлял собой сильный яд для обитателей раннего протерозоя. Рост содержания его в атмосфере должен был вызвать кризис в микробных сообществах, которые тогда составляли фактически единственную форму жизни. Многие бактерии и археи погибли, а другие сумели приспособиться к холодам.
Самым гибким и подготовленным микроорганизмам удалось не просто выжить среди жуткого холода и льдов. Сложные условия ледяного периода даже не дали жизни новый толчок. Первые эукариотические клетки с ядром появились в конце раннего протерозоя. Накопление кислорода в атмосфере и появление эукариот подготовили условия для развития более сложных форм жизни, в том числе многоклеточных организмов. То есть в гуронскую ледниковую эру эволюция жизни шла своим чередом и даже добилась некоторых успехов. Этому способствовали незамерзающие моря у экватора, где были благоприятные условия для микробных сообществ. Время шло. Молодое солнце взрослело и постепенно разгоралось. Вулканы исправно пополняли атмосферу парниковыми газами, и Земля постепенно оттаяла. Следующий миллиард с лишним лет был довольно теплым, хотя периодически возникали полярные ледяные шапки. Ну а затем наступил настоящий ад, согласно гипотезе Белой Земли или Земли-снежка. 720-640 тысяч лет назад планета полностью превратилась в замороженный снежный ком. Тогда практически не было свободного места ото льда даже на экваторе. Мертвый, невероятно холодный мир. Но как в нем сохранились живые существа? Причем некоторые из них оказались такими стойкими, что успешно эволюционируют даже в наши дни. Ответ на этот вопрос отчасти дали ученые из Великобритании. Им удалось установить, что Земля не была ледником в полном смысле этого слова. Ее скорее можно сравнить с луной Сатурна, Энцеладом. Под поверхностью этого полностью замороженного спутника, газового гиганта, обнаружен глобальный океан жидкой воды. По всей видимости, он соленый и содержит многие ингредиенты, необходимые для жизни, включая фосфор. Более того, внутри Энцелада предположительно действуют криовулканы, извергая водяной пар и лед из трещин в южной полярной области. Когда Земля превратилась в такой себе космический снежок, подо льдом, скорее всего, тоже сохранялись океаны с жидкой водой. В них прятались вулканы, которые сыграли важную роль в сохранении жизни на нашей планете. Для того, чтобы проверить свою гипотезу, исследователи воссоздали одно из ключевых событий в истории Земли – разлом древнего суперконтинента Родинии. В результате его распада увеличился сток в океан многочисленных рек. Это, в свою очередь, уменьшило соленость воды в океане и снизило уровень углекислого газа в атмосфере. Данные факторы способствовали увеличению ледяного покрова планеты. Но все равно оставалось неясным, что позволяло океанам сохраняться в жидком виде в период оледенения. Наличие подводных вулканов помогло исследователям из Великобритании объяснить этот феномен. Когда вулканические породы выбрасываются на поверхность со дна океанов, они проходят цикл крайне быстрых и мощных химических изменений. Это сильно изменяет биогеохимию океанических вод. Такая гипотеза хорошо соотносится с версией обильных извержений подводных вулканов. Компьютерная модель распада Родинии показала сильное извержение вулканов в эпоху Земли-снежка. Они выбрасывали огромное количество тепла и множество химических веществ. Взаимодействие их с водой привело к формированию пород, содержащих ионы фосфора, кальция, магния и других щелочных металлов. Подобные элементы не позволяли вулканам быстро прогревать Землю. Доля СО2 в атмосфере росла медленно. Однако изменение химического состава океана могло послужить толчком для развития жизни на планете. Исследователи полагают, что этот период сыграл важную роль в развитии сложных существ на Земле. Анализ пород показал, что в морской среде тогда процветали колонии цианобактерий. В течение миллиардов лет до начала оледенения жизнь состояла только из таких одноклеточных организмов и водорослей, а после оледенения ученые уже находят в отложениях следы сложных многоклеточных существ. Одна из теорий заключается в том, что именно враждебные условия экстремального холода стимулировали процесс. Одноклеточные организмы в суровой среде научились сотрудничать. Каким мы видим тот смертельно холодный период, который неожиданно стал катализатором усложнения жизни на планете? В космический снежок, по одной из гипотез, Земля превратилась в криогенный период протозойской эры. Он начался 720 миллионов лет назад,
продлился 85 миллионов лет и отличился самыми жестокими холодами за всю историю планеты. Даже на экваторе температура редко поднималась выше минус 20 градусов, а на остальной территории нормой стали показатели намного ниже – минус 50. Все моря промерзли до самого дна. У полюсов поверх обычного водяного льда возникал сухой, кристаллическая углекислота. Из космоса Земля, вероятно, именно тогда была похожа на огромный снежок. Посмотрите на это фото, сделанное космическим аппаратом Кассини. Так выглядит спутник Сатурна Энцелад, где вечная зима. Его снежно-белая поверхность отражает 99% падающего света, а без солнечных лучей разморозиться у этого мира нет никаких шансов. Такой же в эпоху криогения, предположительно, была и Земля. Если брать начало, то причины похолодания не ясны. Оно могло стать результатом дрейфа континентов. В тот период суша расположилась необычно, образовав экваториальное кольцо. Из-за этого в холодный сезон, зимой в северном полушарии и летом в южном, в мировой океан не поступали теплые течения из тропиков. Таким образом, глобальный водоем беспрепятственно охлаждался и замерзал, а летом океан уже толком не оттаивал, поскольку лед эффективно отражает солнечные лучи. Дополнительным фактором оказалось снижение количества в атмосфере второго по важности парникового газа – углекислого. Растворяясь в воде, углекислота минерализируется, соединяясь с вымываемым из горных пород кальцием. Обычно снижение температуры тормозило этот процесс, так как покрытая ледниками суша перестает поставлять в океан соли. Но при экваториальном расположении континентов этот предохранительный механизм не сработал. Так или иначе, в криогении наступающие с севера и юга ледники поползли из морей на берег и сомкнулись. Солнце на небосводе сияло уже почти так же ярко, как сейчас. Только вот белая сверкающая поверхность планеты больше не воспринимала тепло. Тяжесть ледяного панциря вдавливала Антарктиду в жидкую земную мантию на глубину 2,5 километра. Возможно, в эпоху криогения Земля формально могла считаться замороженной планетой-океаном. Выше уровня моря оставался только лед. Разумеется, в холодном аду не выжил никто, кроме бактерий. И долгое время считалось, что терять нечего, ибо в те времена на Земле только они и обитали. Однако теперь известно, что это не так. Многоклеточная жизнь появилась более миллиарда лет назад, и к началу криогения в морях водились странные червеобразные существа, не родственные каким-либо современным животным. Если бы не катастрофическое оледенение, возможно, жизнь вышла бы на сушу намного раньше. Но это, скорее всего, была бы совсем другая жизнь. Долгое время ученые размышляли над тем, как именно живые организмы могли выжить в таких непростых условиях. И новое исследование ученых из университета МcGill в Монреале, похоже, дает вполне обоснованный ответ на этот вопрос. Команда исследователей изучила богатые железом скалы, оставшиеся со времен Земли снежка в Австралии, Намибии и Калифорнии. Раздробив породы и растворив их в кислоте, канадские исследователи изучили количество различных изотопов железа. Получилось, что железо в скалах, образовавшихся в открытых водах, ржавело значительно меньше, чем ближе к суше, там, где лед на краю материков касается океана. Ржавление было бы невозможным без наличия в железе кислорода. Следовательно, кислород был и в океане, хоть в основном и в прибрежных районах. Поставляла его, скорее всего, талая вода. По мнению ученых, в местах соприкосновения льда с морем существовали даже целые кислородные оазисы. Они давали возможность примитивным формам жизни пережить ледниковый период. Это работало следующим образом. Воздушные пузырьки, захваченные замерзшим льдом, поступали в тающую воду и обогащали ее. Процесс можно назвать своеобразным ледниковым кислородным насосом. Ученые предполагают, что таким образом Земля-снежок не только не убила живые организмы, но даже способствовала их эволюции. Тот факт, что ледниковый период произошел перед самым появлением сложных животных, показывает связь между замерзанием планеты и их эволюцией. Экстремальные условия могли стимулировать превращение простых форм в более сложные. Бактерии все-таки уцелели в подледных озерах и в горячих ключах.
В морях сохранились одноклеточные водоросли. Они немедленно приступили к фотосинтезу там, где сквозь трещины в ледяном панцире проникал хоть какой-то свет. Между тем все потихоньку менялось. В атмосфере накапливалась углекислота, которую производили вулканы. Земля оттаяла в Эдиакарии 635 миллионов лет назад, и все вернулось на круги своя. Теперь это вновь была теплая живая планета, а не полностью замерзший ледяной ком, похожий на гигантский снежок. Холода вновь вернулись в Палеозое 460 миллионов лет назад и тоже задержались очень надолго. Ледяная эра продолжалась весь силурийский, девонский, карбоновый, пермский периоды. Все закончилось лишь 250 миллионов лет назад, в первом периоде мезозойской эры, Триасовом. Правда, по сравнению с криогением, тогда на Земле был настоящий курорт. Трехкилометровые ледники хоть изредка и докатывались до субтропических широт, в целом температура была лишь немного холоднее современной. Тогда уже существовали все нынешние известные типы животных. Довольно многочисленные и крупные представители некоторых из них вовсю осваивали жизнь на суше. Растительноядные эдофазавры, например, достигали длины 3,5 метров, имели массивное тело и огромный парус на спине из островков позвонков. Нарост служил терморегулятором для этих хладнокровных животных, а отложение жира между позвонками – запасом пищи на голодные времена. Такой же причудливый парус украшал спину еще более крупных обитателей Земли – текодонтов. Рептилии внешне напоминали современных крокодилов на длинных ногах. Они, по сути, и являлись предками крокодилов, а также динозавров, птиц. 4-метровые диметродоны весом до 200 килограммов были одними из самых успешных хищников Перми. Некоторые особи уже передвигались на двух конечностях, причем очень быстро. Основное преимущество хищникам давал все тот же огромный парус на спине из толстой кожи с шипами на конце. Нарост буквально нагревался по утрам, так как текодонты могли раньше выходить на охоту. Словом, мир естественных гигантских каравелл. Хищники, на спинах которых природа подняла паруса. Конечно, они не устраивали такие себе регаты в погоне за добычей. Но если нечто подобное случайным образом происходило, зрелище наверняка было крутым. Однако чемпионом по продвинутой охоте, возможно, стал бы другой монстр – Иностранцевия длиной до 3,5 метров и весом до 350 килограммов. Паруса для ранней и быстрой охоты ей не требовались. Эта хищница отчасти была теплокровной и являлась предшественницей млекопитающих. Иностранцевия могла охотиться в любое время суток. В основном ее оружием были саблевидные клыки. Все важнейшие эволюционные события этого уже многочисленного животного мира тогда происходили в тропиках, вдали от грозных ледников. Тем не менее, крупных успехов позвоночные добились в экваториальных морях, куда нередко заплывали огромные айсберги и охлаждали воду. Может, именно по этой причине в конце Девонского периода рыбы начали массово выходить на сушу. Отчасти процесс прокачивали холода, поскольку морские обитатели пытались покинуть ледяные воды, чтобы погреться на солнце. Почему почти все эти существа, приспособившись к сильным холодам, вымерли в конце Перми? Холода тогда не усиливались, а наоборот отступали. Ученые считают катастрофическим не само палеозойское оледенение, а его окончание. По одной из гипотез, оттаивание в конце ледникового периода спровоцировало удар так называемой метангидратной бомбы. Замороженный в почве метан после потепления колоссальным фонтаном ударил в небо. Он вытеснил из атмосферы значительную часть кислорода и сделал ее неблагоприятной для поддержания жизни. Реальность такого сценария, впрочем, весьма спорна, но факт остается фактом. В конце пермского периода вымерло 96% морских и 70% населявших сушу видов. А после этого холода надолго отступили. Собственно, мы можем спокойно перешагнуть мезозойскую эру. Тогда на планете было тепло и на суше царили динозавры. Все изменилось в кайнозое, который можно назвать миром млекопитающих и в их числе, в первую очередь, нас, людей. Кайнозойская эра началась 66 миллионов лет назад, после массового вымирания видов в конце мелового периода мезозоя. Тогда погибли 3/4 живых существ,
С лица Земли исчезли практически все животные весом более 25 килограммов. Среди них были тысячи видов динозавров, и это самая известная потеря вымирания в конце мелового периода. Но природа или огромный астероид, который рухнул на Землю, уничтожил также огромное количество маленьких и менее популярных, чем динозавры, хотя не менее важных для сохранения экосистем существ. Среди водных обитателей исчезло примерно 60% кораллов. Значительно сократилась численность головоногих, иглокожих и двухстворчатых моллюсков. Прервавшаяся пищевая цепочка привела к гибели многих скатов, акул, челюстных рыб. Уцелевшие небольшие животные, в том числе млекопитающие, оказались в совершенно ином мире. В кайнозойской эре продолжался дрейф, то есть расхождение континентов. На каждом из них формировались обособленные сообщества растений и животных. Кайнозой вообще отличается большим разнообразием наземных, морских и летающих животных. Его начало можно назвать миром саванн, цветковых растений, насекомых и птиц. Среди растений, например, появились злаковые, насекомых жуки-долгоносики, птиц-пингвины и скворцы. Доминировали в новом мире млекопитающие. Они уже не были крошечными существами, которые меркли в тени огромных и разнообразных динозавров. Эти животные прошли длительную эволюцию, от небольшого числа мелких примитивных форм до большого разнообразия сложных видов, наземных и морских. По суше бродили мамонты, лошади, олени, носороги, в океанах плавали киты. Но главная эра ознаменовалась появлением первой разумной жизни на Земле – человека. В каких климатических условиях происходила их эволюция во время кайнозоя? В основном в холодных. Последний ледниковый период начался 25 миллионов лет назад и назван плейстоценовским. Это время отличается частым чередованием невероятно холодных ледниковых и достаточно мягких межледниковых эпох. В эпоху оледенения животные адаптировались к холодному климату, выработав разные средства защиты. В ход пошли густой мех, подкожный жир и способность мигрировать на юг. Шерстистые мамонты, носороги, олени обитали в тундре и лесотундре, питаясь доступной растительностью. Это была жесткая, видимо, питательная и невкусная пища, однако именно она спасала животных от голодной смерти. Чтобы справиться с ней, мамонты, например, обзавелись большими коренными зубами для перетирания грубой растительности тундры. А хищники, такие как пещерные львы, вооружились мощными челюстями и клыками для успешной охоты на растительноядных существ. Некоторые животные, скажем, медведи, поступили еще проще. Они научились впадать в спячку, чтобы пережить самое холодное время года. Древние люди также адаптировались к ледниковому периоду, охотясь на животных. Особенно выручали доисторических охотников мамонты и другие крупные млекопитающие. Их мясо люди уже могли сохранять, валяя и замораживая на время дикой стужи. Чтобы выжить, наши далекие предки научились использовать каменные орудия труда и строить примитивные укрытия от смертельного холода. Огонь помогал людям согреваться, готовить пищу, отпугивать диких животных. Есть версия, что превращению обезьяны в человека во многом способствовали изменения окружающей среды во время плейстоценового оледенения. Климат стал сухим, леса сменились саваннами, и предкам человека пришлось перейти к коллективной охоте. У них было время перестроиться и выработать эффективные стратегии защиты от холодов. Собственно, глетчеры, сползая с антарктических горных хребтов на равнину, только после перерыва в 200 миллионов лет снова полностью скрыли под ледяной шапкой Антарктиду. Это произошло лишь 13 миллионов лет назад. В северном же полушарии оледенение началось даже позже, хотя холодать стало еще при динозаврах в конце мелового периода. Снижение температуры, вероятно, было связано с уменьшением концентрации углекислого газа в атмосфере. Но в начале кайнозоя северное побережье Гренландии по-прежнему покрывали лиственные леса. Потом они сменились хвойными, затем тундрой, и лишь после этого регион полностью заледенел. Четвертая ледниковая эра таким образом только начинается. Правда, следы глетчеров в недавнем по меркам геологии прошлом доходили до широты Киева. И кажется, что наоборот можно говорить об отступлении ледников. Но это не так. Лед просто набирает разбег. Когда он даст о себе знать?
Это зависит от множества факторов. Ученые пытаются их точнее определить, изучая причины подобных обледенений. Мы выяснили, что в этом, скорее всего, участвуют вулканы, тектоника, подвижки материков и другие изменения, связанные с эволюцией Земли. Но только ли они? Все больше исследователей склоняются к мнению, что небесное окружение нашей планеты и космические процессы тоже нельзя сбрасывать со счетов. Вполне возможно, они играют в оледенениях далеко не последнюю роль. Мы уже говорили о том, что во многом температура на планете зависит от количества солнечного света. Здесь очень важно число вспышек на Солнце, которое во многом зависит от состояния плазмы светила. Для проверки этого физик из США Роберт Эрлих создал компьютерную модель поведения солнечной плазмы. Симуляция основана на гипотезе венгерского ученого Аттилы Грандльера о волнах в плазме, которые усиливают сами себя. Модель показала, что всплески действительно заметно изменяют температуру, а следовательно светимость Солнца. Если их число сокращается, Земля покрывается льдом, поскольку получает от своей звезды меньше тепла и света. Штормы или штили в солнечной плазме в модели венгерского исследователя действительно совпали с периодичностью наступления или отступления ледников на Земле. И этим влияние Солнца на наш климат далеко не ограничивается. Свой вклад вносят все планеты и даже наш спутник – маленькая Луна. Дело в изменении орбиты и наклона оси Земли. Как это происходит, показано в астрономической модели ледниковых периодов сербского ученого Милутина Миланковича. В ней рассчитаны колебания наклона земной оси под воздействием гравитации Луны и планет Солнечной системы. Подобные события происходят каждые 26 тысяч и 41 тысячу лет. Кроме того, цикл в 93 тысячи лет составляет изменение земной орбиты. Как известно, наша планета вращается вокруг Солнца по эллипсу, то приближаясь к светилу, то отдаляясь от него. Если суровой зимой вы отойдете подальше от горячей батареи в своем доме, то, конечно, рискуете замерзнуть. То же самое происходит с нашей планетой, когда она убегает дальше от своего источника обогрева – Солнца по эллиптической орбите. Земля получает на 5-10% меньше тепла при максимальном отдалении от звезды, а также самом большом наклоне оси. На минимуме солнечной активности этот процесс еще усиливается. Тогда площадь ледников увеличивается, и, как все белые поверхности, они отражают в космос звездные лучи. От этого еще больше холодает. Ледники вновь растут, и так продолжается миллионы лет. Тем временем заморозить планету, возможно, помогают и более масштабные события большого космоса. Свет звезды от нас время от времени заслоняют галактические газопылевые облака. Предполагается, что около 14 миллионов лет назад Солнечная система прошла через облако Ориона. Огромная галактическая структура деформировала гелиосферу – пузырь заряженных частиц, которые защищают планетную систему от космических лучей. Это привело к увеличению вредного излучения, достигающего Земли, а вместе с ним хлынула межзвездная пыль и частично заслонила Солнце. Событие совпало с началом ледникового периода. И оно не единственное из известных ученым. Астрофизики из Бостонского университета считают, что все примерно повторилось примерно 2 миллиона лет назад, в начале плейстоцена. Тогда Солнечная система, вероятно, проходила через холодные облака созвездия Рыси. В результате Земля и другие планеты вновь ненадолго оказались за пределами гелиосферы. Согласно модели бостонских астрофизиков, гелиосфера сократилась до 0,22 астрономической единицы. Это огромный показатель, который составляет почти четверть расстояния от Земли до Солнца. Сейчас для сравнения ближайшая граница гелиосферы находится на расстоянии около 100 астрономических единиц от светила. Если гипотеза верна, за пределами гелиосферы Земля подверглась воздействию железа и плутония из межзвездной среды. Этот период действительно совпадает с увеличением количества плутония-244 и железа-60, обнаруженных в антарктическом снегу, глубоководных отложениях и образцах с Луны. Исследование образцов с Марса может показать аналогичные всплески изотопов железа 2-3 миллиона лет назад. Гелиосфера могла быть заблокирована от нескольких сотен тысяч до миллиона лет. Увеличение водорода и пыли вокруг Земли могли вызвать затяжной ледниковый период.
Но как только Солнечная система покинула межзвездное облако, гелиосфера вернулась к своим привычным размерам. Вывод из всего этого ученые делают следующий. Многие события могут вновь превратить Землю в гигантскую криогенную камеру. Скорее, это будет сочетание факторов. К ним относятся изменения орбиты Земли, понижение количества энергии от Солнца, изменения в составе атмосферы, океанических течениях и активности вулканов. Разные космические события, как мы выяснили, также могут глобально влиять на климат планеты. Да, и еще не стоит забывать о времени, ведь у оледенений есть своя периодичность. Давайте разберемся, скоро ли зазвонит криогенный будильник Земли. Последняя эпоха сильного оледенения, Валдайская, началась примерно 110 тысяч лет тому назад и закончилась 9700-9600 лет назад. После этого наступила оттепель, которая продолжается и сейчас. Обычно подобные теплые периоды длятся около 10 тысяч лет, так что время на исходе. И некоторые ученые предрекают в самом ближайшем будущем безумные холода. Но как в это поверить? Мы знаем, что температура на планете только растет, а ледники тают. Человечество активно борется с глобальным потеплением. О каком оледенении может идти речь? Действительно, мы выбросили в атмосферу невероятное количество парниковых газов, пока это сдерживает наступление ледников. К тому же ядро планеты по каким-то причинам в последнее время разогревается, пока ученым не удалось выяснить, что запустило этот процесс. И все же, по мнению многих исследователей, природа свое возьмет. Как говорили герои фильма «Игра престолов», зима уже близко. Хотя есть даже смелая гипотеза о том, что глобальное потепление на самом деле приближает похолодание. Модель изменений климата, составленная геофизиками Моррисом Юингом и Уильямом Доном из США, показала максимальный прогрев Северного Ледовитого океана. Освобожденная ото льдов вода испаряется и в виде снега попадает на приполярные регионы. Образуются новые ледники. Ученые считают, что в конце концов теплый Гольфстрим не сможет прорваться сквозь их преграду из Атлантики в полярные моря. Тогда ледовые щиты начнут быстро расти, захватывая все новые территории. Но когда бы ни наступил ледниковый период, он, несомненно, изменит Землю. Возможно, все произойдет примерно так, как во время предыдущего оледенения, более 10 тысяч лет назад. Тогда ледники сильно перекроили ландшафт Земли. Они спрессовали своим весом многие горы и холмы, разрушили огромные территории почвы. Лед высосал воду из океанов, понизив уровень моря аж на 120 метров. Многие реки распались на огромные долины и озера внутри континентов. Между материками появились сухопутные мосты. Под ледяными щитами толщиной в несколько километров оказались Канада, Скандинавия, Британские острова, большая часть северо-восточной Европы и России. Если такие условия сложатся и в новый ледниковый период, людям придется нелегко. По некоторым прогнозам, температура на экваторе снизится примерно на 10 градусов, а на севере и юге даже, возможно, на 50. На огромных территориях морозы уничтожат урожай, вызвав голод. Подобное произошло после извержения супервулкана Тоба 74 тысячи лет назад. Исследователи подсчитали, что тогда лишь 2500 наших предков сумели спастись после долгой вулканической зимы. Весь мировой геополитический порядок, к тому же, перевернется с ног на голову. Границы и контуры большинства стран изменятся из-за снижения уровня моря. По расчетам исследователей, океаны уйдут вглубь на 150 метров. Тогда Малайзия и большинство индонезийских островов будут объединены в единый массив суши. Шри-Ланка снова соединится с Индией сухопутным мостом, а Эфиопия сольется с Йеменом. Сильно изменятся и водоемы. Средиземное море может стать внутренним. И точно ни один порт мира уже не сумеет принимать корабли, потому что океанические воды откатятся от них. Ну а что же случится с Северной Америкой и Европой? Представьте, что однажды утром вы выходите из своего дома и видите ландшафт не Калифорнии или Флориды, где живете, а льды Аляски. Вот такими станут климатические условия даже на юге США. Почти все зерновые культуры там немедленно погибнут, а запасы продовольствия быстро иссякнут.
Тех, кто найдет пищу, доконает холод, ведь электроснабжение полностью отключится. Здания со временем придут в упадок и в конечном итоге разрушатся. Но вряд ли кто-то будет о них жалеть. Огромные толпы людей хлынут на юг. В Австралии, Новой Гвинее, Африке, к югу от Сахары, Юго-Восточной Азии сохранится теплый климат, пригодный для земледелия. В Тихом океане образуются новые острова, подходящие для жизни. А Индия и Бразилия вообще пророчат статус мировых сверхдержав. Умеренный климат, понижение уровня океана сулит этим странам огромное количество новых плодородных земель. И все же накормят ли они миллиарды беженцев? Некоторые эксперты полагают, что нет. Начнутся кровавые битвы за пищу между жителями теплых стран и севера. И, возможно, все не так страшно, ведь за последние столетия наши технологии поднялись буквально до небес. Если мы освоили космос и побывали на Луне, то почему не справимся с холодом в своем общем доме? На этот счет есть масса интересных идей. Как вам мысль о том, чтобы для потепления добавить в воздух парниковые газы? Например, хлорфторуглерод. Эта смесь гораздо эффективнее, чем СО2. Отчасти помогли бы согреть планету также системы типа Fusion Energy. Они предназначены для арктических условий и основаны на применении ядерной реакции. Ледники тоже можно приспособить к делу, например, для получения электричества. Стена льда высотой в километры неизбежно начнет подтаивать в жаркие дни. Талая вода, падающая с высоты 2000 и более метров, способна дать очень много энергии. Гигантские гидроэлектростанции на рельсах, вероятно, будут передвигаться параллельно с мегаледником, закинув трубы на его вершину. Турбины станут извлекать энергию из падающей воды, а затем распределять ее по экофермам у основания ледника. Для фермеров с помощью генетической модификации выведут специальные сорта культур, стойкие к жестоким холодам. Сельхозпроизводители получат возможность выращивать хорошие урожаи. Тогда людям будет легче приспособиться к жизни в покрытых льдом регионах. В конце концов, инуиты и эскимосы сделали это безо всяких благ цивилизации. Ну а многие, несомненно, переселятся в теплые края. Применение интенсивных технологий в земледелии позволит прокормить там, по некоторым расчетам, сколько угодно людей. Впрочем, не исключено, что всего этого не понадобится. Возможен вариант и лайт-обледенения, примерно как палеозое. Или же ледниковая эра примет совершенно невероятную форму. Хотите узнать, как природа способна превратить наш регион в нечто похожее на гигантский десерт? Ученые говорят, что огромное количество парниковых газов сейчас загрязняет атмосферу частичками различных веществ. Этот мусор не пропускает на планету солнечные лучи, но разогревает атмосферу. Когда его скопится очень много, Земля станет огромным десертом запеченная Аляска. Блюдо размером с планету окажется холодным и обледеневшим на поверхности, а атмосфера останется теплой. Какой из сценариев грядущего обледенения наиболее вероятен, ученым еще предстоит выяснить. Но в любом случае холода рано или поздно к нам придут. Вся история Земли – это череда ледниковых и теплых периодов. Судя по предыдущим циклам, зима действительно уже близко. Может, как в фильме «Игра престолов» она продлится 100 лет. Однако наше виртуальное путешествие в ледяные эпохи прошлого показало, что вряд ли такое возможно. Почти наверняка все будет происходить намного дольше. Как человечество переживет тысячи лет в криогенной камере размером с планету, зависит от нашей подготовки. Если начать прямо сейчас, то успеем сделать больше. Подумаем об этом на досуге. До следующего нашего увлекательного путешествия еще есть время.